Всем привет! С вами Вит, и вы на канале Art of Conquest. Этот ролик будет целиком посвящен будущему большому путешествию на остров Дрейк. И сейчас я постараюсь ответить на самые главные вопросы. Постараюсь быть максимально краток. Сразу за этим выпущу видео с новым патчем, там расскажу о героях, интерфейсе и так далее. А сейчас самое главное, остров Дрейк, по которому возникло наверняка много вопросов. Как только мы попадаем на остров, мы появляемся вот в этой области. Видите кораблик, на котором мы приплыли, типа. Сначала вступление. Наверное, самый главный вопрос, которым так или иначе уже задался каждый игрок Art of Conquest, это путешествие навсегда или эпизодическое? Отвечаю, информации пока просто нет. Нигде, ни на Фейсбуке, специально очень тщательно перерыл все чаты, нигде больше. Только предположения, которым, естественно, верить совершенно нельзя. Есть те, кто стучит себя в грудь левой пяткой, что мы вернемся после этого ивента. Точно так же есть те, которые считают себя экспертами и утверждают, что мы здесь навсегда. А свое мнение я выскажу чуть позже. Повторюсь, информации официальной пока нету. По косвенным признакам в патче есть фраза: вы не можете перемещаться между областями во время события захват Дрейка, пока не будет завершена последняя глава «История Дрейка». Речь идет о запрете на перемещение в другие области новой карты. В теории, после завершения последней главы, возможно какое-то движение. Но это не дает ответ на вопрос о возврате. Мое личное мнение: а зачем разработчикам этот возврат? Сервера слиты, новый геморрой по возвращению, новые напряги. Я лично думаю, что это навсегда. Но, повторюсь, это всего лишь мое предположение. Если ошибаюсь, значит ошибаюсь. Все, вступление закончено. Давайте рассмотрим основные фазы этого квеста. Будет несколько так называемых фаз. Первая фаза – это запрет на перемещение. Вводится запрет на перемещение между королевствами и между серверами. На ПТРе все это действо длилось сутки. На основных серверах только на подготовку заявлено 9 дней. Сколько будет сам лог, пока неизвестно. Скорее всего так же. То есть время подумать есть. Далее, вторая фаза. Объявление серверов, участвующих в слиянии. Будет вывешен список серверов и снова тайм-аут. Повторюсь, на ПТРе всего 4 тестовых сервера. Соответственно, все они и были слиты. На основных серверах, скорее всего, правила будут такие же, как при обычном слиянии. Но, может, несколько больше серверов попадет под это слияние. Итак, вторая фаза – это объявление серверов, которые будут участвовать в слиянии. Третья фаза – технические работы по объединению и, собственно, начало квеста. Игроки будут выброшены из игры и начнется обновление. Четвертая и последующие фазы, собственно, игра уже в новой области. Важное замечание. Я уже пытался донести это в стриме, повторяю еще раз, ибо информация жизненно важная. Если вы обычный игрок, вы можете выбрать королевство. Да, система вам предлагает по умолчанию туда, куда перемещается клан-лидер, но вы можете вручную выбрать королевство. И опять-таки, нельзя переместиться в королевство с самой большой национальной силой. Совершенно другая ситуация, если вы глава клана. Система сама порекомендует вам королевство. Выбора у вас не будет. Кланы не будут распущены, но из кланов будут исключены все, кроме лидера. Так что позаботьтесь о том, чтобы попасть в одну область, иначе до конца последней главы переместиться к друзьям вы не сможете. Организуйтесь заранее. Окей, посмотрим на карту. Вот она карта. Я уже показывал ее на ПТРе. Присутствует 6 континентов. Это Хирал, Икарум, Анталия, Данвульф, Неферал и Скарн. Те же самые королевства, которые у нас были на основной карте. Хирал, Ивалис, Лисалия, Голум, Зандан и Скарн. Только в данном случае они расположены по кругу. В центре карты находится мегабосс, который пока скрыт. Карты нужно открывать. Присутствует так называемый туман войны. Туман войны пропадает, во-первых, через определенное время и открывается через смежные области. Правила при открытии те же самые, что и при обычном слиянии. Мы сначала попадаем в стартовую область, а в данном случае я попал в Скарн. Вы можете попасть туда, куда вы выбрали, например, в Хирал и так далее. И вы будете открывать карту, начиная с базовой области. Далее. Все, что находится в вашем замке, уровень замка, войска, прогресс стройки, прогресс исследования, храмы, все сохраняется. Точно так же сохраняется инвентарь, лавка, линари, войд, зеркало, все остается на месте. Мы приходим не с пустыми руками, а уже с багажом. Это еще один плюсик к тому, что возврата, скорее всего, уже не будет, но опять-таки это мое личное мнение. Далее, в
каждой открываемой области есть, во-первых, города, а во-вторых, вот такие вот элитные отряды. Отличить их от обычных очень просто, вокруг них нет ресурсов. Сейчас, после того, как расскажу про этого босса, открою карту, которую еще не открывал, и покажу его на карте. Повторюсь, отличить его очень просто, он отличается чисто визуально. Есть все расы, гномы, сильфы, личи, люди и так далее. По сути, это мини-босс, и победить его очень непросто, нужно очень сильное войско. Присутствует 4 градации силы, при 3 и 4 уровнях силы появляется возможность получить драконью монетку, драгму. То есть имеет смысл потратить свои войска, но пройти этого босса хотя бы на 3 звезды, желательно на 4. Смотрите, само по себе войско не просто сильное, а просто мега сильное. Я когда впервые увидел, просто слегка офигел. Полностью золотые войска, полностью забита карта войсками. Победить его, повторяюсь, очень непросто. Далее, двигаемся дальше. Как и обещал, открываю карту. Кстати, я уже заметил, что скрипт немножко подтупливает. Наверняка разработчики его исправят. Персонаж иногда зависает на этой карте. Но опять-таки, наверняка будут обновления, которые исправят этот недочет. Обращаю внимание. Вот обычные войска. В принципе, обычный значок войск. Вокруг этих войск присутствуют ресурсы. Соответственно, сразу видно, что это обычные войска. И вот он, элитный босс. И, собственно говоря, выглядит он совершенно по-другому. Элитный Human, 4 градации силы. Все, друзья мои, не буду больше утомлять ваше внимание. Уже объявлена первая фаза на основных серверах, лог на перемещение и подготовка к великому путешествию. На основе нам, повторюсь, дается гораздо больше времени на подготовку, целых 9 дней. В конце видео, как и обещал в стриме, привожу перевод того, что нам рассказывает Елена. Если вам не интересно, можете не смотреть, все равно, скорее всего, в будущем патче все это будет переведено локализаторами. По крайней мере, я на это надеюсь. Если все понравилось, вы знаете, что делать. Ставьте большой палец вверх, пишите в комментариях, что вы думаете о предстоящем путешествии. Спасибо за внимание. С вами был Вид. Всего доброго. До новых встреч. Пока. Авалон всегда мечтал вернуться домой, в Сильверинг. И пока наша империя потеряна, земли Дрейка будут жить. Все изменилось. Изначальный трон драконов пробудился от своего древнего сна. Исследователи, которые неслись сюда через море, преследуют одну цель – захватить для себя власть драконов. Дрейк возвращается к древней системе порядка, и каждое из 6 королевств хочет стать частью этого действа. Тот, кто владеет Драгонаром, будет властвовать над всеми. Он станет лучшим из нас. Разрушенные покои Эмира лежат к востоку отсюда. Захват его – это наш первый шаг на пути к завоеванию Дрейка. Дрейк слишком опасен для нас, чтобы пытаться удержать город на враждебной территории. Вместо этого мы должны постепенно продвигаться вперед, расширяя нашу территорию от города к соседнему городу. Отдых Эмира связан со столицей Скарна, поэтому захват его должен быть нашей первой целью. Вы можете открыть карту и нажать на город, чтобы посмотреть его детали. Будьте уверены, что осознаете полностью его мощь, прежде чем строить планы, чтобы напасть на него. Удачи, командир! Пробуждение Драгонара превратило некоторых из защитников этой земли в элитных монстров. Эти элитные монстры скрываются в скрытых местах вокруг Дрейка. Исследуйте области за туманом, чтобы найти их. Они представляют для нас ценную возможность. Каждый элитный монстр имеет 4 уровня сложности, и чем выше сложность, тем больше наград с них падает. Ну, не стой просто так, иди и покажи мне, на что ты способен.